привет! Мы на Байкале. На Первом канале турнир, который все его участники точно запомнят на всю жизнь. А вот, кстати, они. Сегодня знакомимся со льдом. Ну что, Влад, как ты? Мы на Байкале! С кайфом. Какие эмоции у тебя Невероятно, сейчас? очень красиво, очень прикольно, очень все классно, здорово, суперски. Попрыгал, нормально, уверенно, все Да? четко. Я сейчас смотрю, этот ветер меня сдувает. Ну, завтра не должно быть его. Завтра не будет, надеюсь. Вот. Ну давай мы попросим духов Байкала, да. Чтобы без ветра. Да, сделать нам так, чтобы не было ветра. А вообще у тебя была такая мечта покататься на льду? Мне кажется, у каждого фигуриста как бы есть Ну, такая пару раз задумывался. мечта. Вот сейчас ты Исполнилось, здесь. получается, классно. Получается так. Очень здорово. Вообще отличается лед искусственный от натурального? Ой, честно, ну, как будто бы не сильная разница видна. Ну, я как... То есть ты не почувствовал вообще? Ну, вроде прыгается, толкается так же, вкатывается так же, если все правильно делать, нормально. Какие сложные прыжки мы будем ждать? Это, наверное, мне лучше Ну. сказать. Четверной луц, пятерной рид прыгали. Если правильно подгадать траекторию вместе с ветром, то можно сделать и пятерной прыжок. Ну, наверное, на Луце и Сальхове остановиться. Ага. Луц, может, Сальхов. Ну, там как пойдет. Можно еще все успеть поменять, поэтому если ветер поймаем, то можно и пятерной крутить. Будешь и вращение быстрее делать 4 уровня, да? Мы на это очень надеемся. Давай тогда. Все, иди катайся. Расскажи про свои ощущения. Мне кажется, это вообще... Ты представляешь, сколько льда? Ты можешь куда угодно Нет, ехать на все стороны. ощущение невероятное. Красота. Вообще никогда не думал, что у меня будет такая возможность так покататься в таком месте. Поэтому пока что только под впечатлением. Эмоции невероятные. Сейчас еще чуть-чуть покатаюсь, посмотрю, что это такое. Но я уже попробовал. Тяжело вот тут туда в горку, когда ветер дует, тут вот это сложно. Усложнение, да? Есть X5. усложнение X5, да. Ну Кружочек ничего. делаешь, тебя в обратную сторону Зато уносит. представляешь, как ты будешь ценить на соревнованиях, что нет ветра? Да, это точно. На контрасте. Тренировочка, да. Отличается лед от нашего обычного искусственного? Ну, я толком не понял, но он жесткий просто. Я сейчас попробовал чуть-чуть двойные попрыгать, как будто он толкает выше. Перемороженный, да? Да, да. Вот сделай вот так вот. Но мне кажется, что именно зубцовые прыжки будет сложнее прыгать. Зубцовые сложнее, но вот эти реберные Это попробовал. флип и луц. Реберные попробовал, на них как будто выше толкает. Ага. Вот, а зубцовые сейчас посмотрим. Будут, наверное, льдышки вылетать. Вероника, привет! Ну что, первая тренировка на Байкале. Поделись вообще своими впечатлениями, эмоциями от этих масштабов. Такая прекрасная погода, лед такой прекрасный, просто впечатление не передать словами. Первый раз и вау просто. А вообще качество льда, вот как тебе кажется? Вот часто фигуристы там говорят, этот там лед жесткий, этот мягкий, а вот лед Байкала, он какой? Ну, он, наверное, жестче все-таки, чем обычные, которые в помещении, на которых мы привыкли кататься, но терпимо. То есть нормально, прыгать можно. Как прошла твоя первая тренировка? Все ли задуманное получилось или пришлось вносить некоторые корректировки? Пришлось, конечно, вносить корректировки. Планировались тройные, конечно, прыжки, но сейчас я попробовала и решила немножко поменять и начать прыгать двойные. Вот. Но думаю, что завтра еще у нас будет Завтра тренировка. тренировочный да, день, так что тренировочный день. И думаю, что завтра все получится и откатаюсь с задуманным контентом.
Ну, мы желаем тебе удачи, а главное, просим Байкал, чтобы ветер немножечко утих, потому что тогда я уверена, что все планы обязательно осуществятся. Оцениваем лук от 1 до 10. Меня сдувает. Всем пока. Как прошла твоя сегодняшняя борьба с ветром? Прошла хорошо. Успешно? Хорошо, что прошла. Я просто стою. Я тоже просто думаю о том, как не упасть в Я этот момент. боюсь за это интервью. Мы можем прийти. Ань, расскажи, все ли задуманное удалось сегодня? Чё говоришь? Чё говоришь? Надо зацепиться друг за друга. Можно реально. О, супер. Поделись своими эмоциями, потому что здесь все-таки ты катаешься. Это не обычный закрытый каток, это просто бескрайние просторы. Но ощущения, эмоции невероятные. И даже не смущает тот факт, что холодно и присутствует ветер, просто потому что очень красиво. Лед невероятный, такой прозрачный, и даже иногда страшно становится от его прозрачности, потому что тебе кажется, что вот-вот он не плотный, а, насколько я знаю, целых 70 сантиметров здесь. А И первый он раз страшно выдержал было зубцовые прыгать? прыжки. Страшно. Ну, я Страшно, что провалишься под лед. Аккуратненько, да. Ну нет, зубец, понятно, здесь чуть-чуть, подковыривает лед, да, скажем. Но точно не на 70 сантиметров. А чем он вообще отличается от обычного льда? В чем особенности? Он более хрупкий, я бы сказала. Ну, то есть по ощущениям на прыжках замечаешь, что он не такой, как вот на открытых катках, потому что там хоть 10 прыжков можешь прыгнуть в одну сторону, и в целом он не сильно от этого поменяется. А здесь вот даже одну дугу сделаешь, на нем уже достаточно явный рисунок появляется. Можно тюльпанчики рисовать. Да, можно, но я не буду позориться. Сейчас не получится точно с первого раза. Ну, я буду просто шкрябать на льду рисовать ногтем. Спасибо большое, желаем тебе удачи, и чтобы все задуманное обязательно получилось. Спасибо. Так, мы с Аделькой немного греемся, уже все замерзли. Какие элементы удалось сделать? Где ты поняла, что вообще без шансов? Вращение без шансов, пока сдувает слишком. Только собрала, и все. Лед очень красивый. Это необычный опыт такой. Масштаб ветреный. Дим, А, было ли твоей мечтой покататься на Байкале? да, было. И Первый канал исполняет мои мечты. Первый канал всегда исполняет мечты. Да. Слушай, ну как? Какие впечатления? Слушай, очень круто, крутые эмоции, все настолько красиво. Тренер меня выгонял со льда, потому что холодно, ветрено сегодня достаточно. Ага. Но мне хотелось еще остаться покататься, потому что, наверное, это мечта детства какая-то, знаешь, заложенная еще там с корней. Мгм. Я до сих пор пребываю в каком-то эмоциональном шоке. Ну, это приятный шок. Да, это приятно, безусловно. Что будешь делать вечером? Первое, что я сказал, когда зашел в палатку, я очень сильно захотел в баню после такого ветра. Вот. Если у нас там есть баня, было бы шикарно сходить. Но если нет, то проведу вечер как-то, может быть, соберемся с компаниями, с друзьями. Обсудим, как тут каталось им. Какие-нибудь игры с собой взял? Настолки? Нет, не взял, но вчера, например, когда мы ждали сюда переезд, играли в Элиас, вот у Влада на телефоне. Может быть, в Элиас соберемся поиграть. Ну, если у ребят желание будет. А так, да, я думаю, найдем, как время проводить. Да, это уж точно. А какие прыжки собрал сегодня? Собрал тройные. Все? Да, практически все собрал, кроме флипа. Я флипы на простом льду собрать особо не могу. Хотел четверной попробовать, но как бы, наверное... Меня сдувает. Наверное, надо пока паузу какую-то. Взять. Сама Да. видишь, что происходит. Как вот тебе с ветром катается? Новые ощущения же. Совершенно новые ощущения, потому что, мне кажется, в этих условиях не только кататься неудобно, но и даже в съемочной группе, ну просто все идет как-то своим чередом, но мы как бы привыкли немножко в том плане, что прыгаем по ветру, охотно набираем против ветра. И уже не перебежками, ничем не отталкиваемся ногами, просто вот ветер несет, и ты прыгаешь как-то по наитию. Куда ветер дует, туда и прыгаешь. Ты новую программу подготовил для
этого турнира. Да, я подготовил новую, и мне кажется, если все так совпадет, и с погодой все хорошо, получится показать, будет очень гармонично и в тему. Какая погода тебе нужна для того, чтобы это было Солнечная, безветренная, гармонии. можно попрохладней. попрохладнее? Пускай будет прохладнее, но ветра чтобы не было. Чтобы сосульки, да, из носа Да, торчали? Это ты будешь в образе. Почти, кстати. Боги Байкала, нам нужна хорошая погода. Да, пожалуйста. А интересно, слышно лед? Слышишь? Лед трещит. Это он с тобой разговаривает. Расскажи, с какими эмоциями ты сюда ехала, что больше всего ждала, что хотелось, может быть, попробовать покататься на льду или просто посмотреть на эту красоту. Какие вообще были ожидания? Ну, вообще, это моя мечта покататься на Байкале, и она так неожиданно исполнилась, потому что я даже как-то пыталась планировать на этот Новый год поехать на Байкал, покататься на этом, мне кажется, великолепном льду, и ну, так сложились обстоятельства, что не получилось. Это, наверное, было бы очень сложно организовать самому. Вот. Но я очень рада, что это организовал Первый канал. Я, наверное, даже как-то по-другому представляла, как-то намного больше, намного холоднее, намного ветренее. Я надеюсь, что завтра и послезавтра такого ветра не будет. Ну, мы тоже тут все надеемся. Я даже стоять не могу. Мы вот каждый, кто приходит, мы с каждым надеемся и просим, пожалуйста, чтобы ветра было поменьше, чтобы Да. все ребята, что запланировали, смогли сделать все-таки. И чтобы нас не сносило. А пока держимся. А расскажи, какие вообще ощущения, когда катаешься по этому льду? Может быть, было вообще страшно, что под лед провалишься? Ну, слушай, страшно было, когда мы на машине только вот въезжали на этот лед. Прям страшно было немного. А когда уже на коньках вышло, вообще нам говорили заранее, что он будет очень жестким. Но я такого не заметила. Я только заметила, что он мягенький такой, похрустывает, красивый, едешь, наслаждаешься. И, ну, естественно, по тренировке я не смогла в полной мере потренироваться, не пройти программу, потому что в таком ветре меня просто сносило. И до сих пор сносит. Едешь против ветра, и ты еле едешь. А потом поворачиваешься, и тебя ветер несет. И ты даже не толкаешься, ты просто едешь сам. Вот. Но я попрыгала просто только двойные. Я тройные даже не смогла. А здесь еще на льду вот такие вот очень красивые трещины, это очень красиво выглядит. Но это вообще мешает кататься? Конек иногда может в них застрять, например, лезвие? Ой, ну слушай, я сколько каталась, я ни разу не застряла. Я один раз столкнулась, и мне кажется, там такая дырка небольшая образовалась, что я так испугалась немножко. Ага. Но с трещины я... То есть качество льда, на твой взгляд, отличное? Мне кажется, шикарное. Байкал. Спасибо, Байкалу, ставим лайк. Да. 5 из 5. Ты хочешь со мной подраться? Ни в коем случае. А я вижу, что хочешь. Расскажи, пожалуйста, про свои впечатления. Меня сдувает немного, поэтому сори. Я испытываю похожие ощущения в своем теле, меня тоже сдувает. Впечатления, ну, на самом деле, шикарные. Я ни разу не бывал здесь прежде и испытываю какие-то фантастические эмоции. Меня просто, наверное, на всю жизнь запомню. В плане катания пока есть нюансы и сложности. Расскажи, Придется- нам всем интересно, что за нюансы. Но получается, что вот здесь тренировочная арена, и ветер дует с той стороны. И в одну сторону ты не можешь ехать, потому что ветер тебя дует в лицо, а в другую, наоборот, тебя очень сильно сдувает, и ты катишься за скоростью света. Вот, поэтому приходится как-то перекладывать дугу прыжка так, чтобы вроде и не по ветру, и не против. Ну, короче, пока сложновато. Но вроде обещали, что ветер... Подутихнет. Да, Мы уже все завтра. просим богов Байкала, чтобы ветер Да, немножко был пожалуйста. потише. Я, конечно, с горем пополам там 1/4 сделал, но это было очень Какой? непросто. Сальхов. Салихов. Но еще будут Думал, надо попробовать. какие-нибудь прикольчики ты нам покажешь на этом турнире?
Да, я поставил специально новую программу. Вот, вместе с моим тренером Славой Владимировной и Анжеликой Крыловой. Поэтому, да, наверное, постараюсь Ты будешь интереснее. в паре? Анжелика Крылова же, она занимается танцорами. Я буду в паре с ветром кататься. Да. Супер. И надеюсь, что с элементами. Ну, тоже. мы тоже надеемся. Да, мы все тут. На вращении 4 уровня ты ветер тебе поможет в этом. Пока Ты из того, понимаешь? что я слышал, тут люди вообще без вращений. То есть еще кое-как с прыжками, но вообще без вращений. Ты понимаешь, что это такой же официальный турнир, как Чемпионат как России. чемпионат России, как финал Гран-при и все Да, остальные понимаю. старты, на Я которых ты активно выступал. готовился, но определенные обстоятельства, которые здесь есть, было сложно натренировать. Нам эти слова не интересны. Да не, нормально. Все будет окей. Ну, наоборот, это интересно. Где можно почувствовать такие ощущения? Нигде. Нигде. И, ну, кто вообще мог подумать там год назад, что там мы будем стоять на Байкале и не просто там приехали, не знаю, влог снять, а будет полноценный турнир. Да, это сложно, но от этого еще интереснее. Поэтому как раз есть еще, получается, 2 дня, чтобы еще потренироваться, все проверить и, надеюсь, перебороть обстоятельства. Ну все, Спасибо! я желаю тебе Спасибо! успехов. Спасибо большое.